Ты входишь в мир и понимаешь, что не можешь себе позволить свое жилье. Иногда даже аренду квартиры, которая сейчас стоит довольно дорого даже в регионах. И обидно, что всем этим бумерам досталась квартирка от государства. И почему именно нам досталась такая проблема? Я понимаю вашу боль. Напишите в комментариях, если вас тоже тревожит проблема с жильем. А что, если я вам скажу, что не мы одни испытывали проблемы с жильем? И предыдущие поколения тоже имели их. Даже те самые бумеры. Не верите? Да что ты, черт побери, такое несешь? Думаете, это особенность только нашего поколения? А я докажу вам, что это не так. Оставайтесь со мной. После революции, особенно в 1920-1950-х годах, большинство жило в коммуналках. Несколько семей в одной квартире, бесконечные бытовые войны. Вот представьте, хотите вы спокойно посрать, а к вам долбится в дверь ваш сосед. И все это было общим. Санузлы, кухни. Я даже не представляю, как там жили семьями. Это же нереально тяжело. И соседями по коммунальным квартирам мог быть кто угодно. Бывшие дворяне и крестьяне, рабочие и служащие, интеллигенция. Они не были никак связаны между собой, ни возрастом, ни статусом, ни привычками. И если в интернете многие люди регулярно ругаются, то в коммуналках скандалы случались регулярно. Я скандал такой учиню! Вы мне извините. Представьте, как тяжело жить в таком аду. Из-за своего интровертированного характера мне было бы тяжело ужиться в таком котле. А вам пишите в комментариях. Отдельные просторные квартиры Сталинки на одну семью получала советская элита и прочие важные лица. И стояли люди в коммуналках не только в очереди в туалет, но и в очереди на жилье. Это случилось, когда к власти в СССР пришел Хрущев. Он решил как-то изменить ситуацию с коммуналками и объявил, что теперь каждая советская семья будет жить в отдельной квартире. Однажды я бабушке в пылу спора заявила, что в ваше время квартиры выдавали бесплатно, а нам придется пахать, как проклятым, чтобы получить хотя бы коробку из-под холодильника. Но она мне сказала, что и квартиры так просто в Советском Союзе не доставались. Нашим родственникам пришлось отработать много лет на заводе. И только тогда они получили свою квартиру на всю семью. И это не частный случай. Квартира советским гражданам не принадлежала вовсе. Приватизировать квартиру ваши бабушки смогли только после распада Советского Союза, в тех самых 90-х. В СССР жильцы в любое время могли быть выселены. Это скорее договор долгосрочной аренды, чем собственность. Жильцы получали квартиру от государства или позднее от кооператива. Хрущевка была не самая хорошая. Низкие потолки, узкая гостиная, маленькая кухонька. Там могло жить несколько поколений. Мама, папа, дети, бабушка с дедушкой. И как муж с женой могли вообще заводить детей? Ведь у них за стеной смотрит телевизор бабушка. И все прекрасно слышит из-за шикарной звукоизоляции в кавычках. Но люди были рады после коммуналок и такому. Тут бы любой на их месте радовался, поживя много лет в коммунальной квартире. Очередь на советское жилье была двух видов – райисполкомовская и ведомственная. В первую очередь у советских людей были нынешние бюджетники, врачи, учителя, преподаватели, а также льготники. Ведомственная очередь состояла из работников одного предприятия или ведомства. Например, крупный завод строил жилье для своих сотрудников. Здесь уже очередь двигалась быстрее. Из-за квартир люди специально могли идти на вредные производства, гробить свое здоровье, чтобы получить свою коробку. Люди могли десятилетиями находиться в очереди на квартиру и ютиться в комнате коммуналки. А вы что думали, им сразу по заведению семьи или после устройства на работу выдавали жилье? Но нужно было доказать право претендовать на отдельное жилье. Для этого брали характеристику с места работы, справку о составе семьи, об условиях проживания. Необходимо было подтвердить недостаток жилплощади. Некоторые хитрили и искусственно увеличивали число жильцов. Например, прописывали к себе какую-нибудь тетю Глаш из села Кукуево.
Или некоторые люди вступали в фиктивный брак. Здравствуйте, я Ларисочка Гузеева. Это программочка «Давай поженимся». Потом они разменивали полученную квартиру, только так можно было распоряжаться недвижимостью в СССР. В 1958 году советские граждане могут купить жилье, разрешаются жилищно-строительные кооперативы. Так можно было получить квартиру, конечно, не за бесплатно. Однако это были более сжатые сроки и льготные условия, чем при других формах обеспечения жильем. Участники вносили первоначальный взнос, а затем остальную сумму выплачивали в рассрочку. Они пользовались при этом государственной поддержкой в виде земли, материалов и техники. А теперь вернемся обратно в 2025 год. Вот видите, даже ваши предки сталкивались со значительными трудностями прежде, чем заиметь свою квартирку. Вы скажете, что у них хотя бы была возможность получить жилье. Здесь я не могу с вами не согласиться. Я считаю, что больше всего повезло поздним иксерам и миллениалам, молодость которых пришла на нулевые и десятые. Им удалось приобрести жилье в ипотеку до нынешних лет и уже успешно погасить ее. Или гасить платежи, которые составляют из инфляции достаточно мало. Если бы у меня такое в жизни было, я бы сейчас был супермен! Наша же молодость пришла на большой кризис, где инфляция подскочила настолько, что уже нереально не то что за кэш, даже взять ипотеку. Дорожает и рынок аренды в том числе. Остается надеяться, что когда кризис минует, мы все-таки сможем приобрести свое жилье. Ибо сейчас цены откровенно огромные, и проценты по ипотеке зверские. Даже в регионе, где я живу. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Отец. У нас однушка стоит 3-5 миллионов рублей. Как в студии в близком к нам городе, в Самаре. А москвичам и питерцам с ценами на жилье еще веселее. Я не представляю, как можно за одну жизнь приобрести квартиру в этих городах. Может, можно, чтобы купить квартиру, стать крутым блогером или спецом в нише, где много зарабатывают. Предлагаю вам подписаться, поставить лайк, написать коммент, чтобы у автора в будущем появился шанс купить квартиру. Шучу, конечно. Если вам понравилось, то можете подписаться и поставить лайк, оставить свой коммент. А насчет квартиры, надеюсь, с помощью фриланса или блога на ютубе, или с помощью обоих у меня получится найти средства на квартиру в будущем. Еще приглашаю на мой телеграм-канал. Там я буду выкладывать дополнительную информацию по ютубу, свои дизайнерские работы и по возможности и желанию свое творчество. До новых встреч!